Мы, естественно, будем монтировать, поэтому если нужно что-то переговорить, переговорите, а я иногда один и тот же вопрос могу 2 раза задать, Ничего, рассчитывая ничего. на разные формулировки. Я привык работать с Хорошо. телевидением. Руслан Имранович, мы не хронологически пойдем, если вы не возражаете, а будем немножко прыгать, просто в порядке важности Да, тем для нашего фильма, чтобы мы да. уложились во время. Расскажите, пожалуйста, как началось противостояние Верховного Совета и президента? Откуда оно возникло, при том, что вы были на стороне Ельцина в 91 году, а потом, видимо, что-то пошло не так? Это противостояние было достаточно неожиданным. И для меня, я был таким твердым сторонником самого Ельцина. Он был избран, вы знаете, председателем Верховного Совета Российской Федерации. Я вам напомню, что Российская Федерация – одна из 15 республик, входящих в состав Советского Союза. Так вот, Ельцин был избран именно в состав самой большой части Советского Союза, Российской Федерации. Причем и я, и он, и многие, мы все, полагая, что мы демократы, конечно, очень хорошо использовали те демократические нормы, которые были введены Горбачевым. Если бы Горбачев нам не дал возможность, мы бы не стали бы депутатами. Тем более, что Ельцин, который работал с ним, поссорился, он его изгнал из руководства Москвы. Ведь Ельцин до этого был, так сказать, мэром и партийным боссом города Москвы. Потом они рассорились с Горбачевым, он был изгнан. Но, воспользовавшись демократическими реформами Горбачева, он был избран депутатом, так же, как и я. И вот мы стали руководителями новой власти в Российской Федерации. Вскоре Ельцин заговорил о том, что вот хорошо бы ему стать президентом. И вот так как мы были все сторонники Ельцина, мы охотно поддержали в парламенте. Парламент назывался Верховный Совет, вы помните. И мы содействовали тому, чтобы он стал президентом Российской Федерации. Приняли специальный закон о статусе, о правах, обязанностях президента. Ввели эти нормы в Конституцию. И он стал президентом. Ну, постепенно ему захотелось все больше и больше власти. Дело в том, что тогда мы впервые внедрили вот известный принцип трех властей. Разделение властей. Законодательное, исполнительное, судебное. И он располагал только исполнительной властью. Естественно, ему приходилось считаться с парламентом, и с судебной системой, и с регионами. А он все-таки в течение 30 лет руководил как диктатор в огромной Свердловской области, будучи партийным вождем. И, очевидно, вот эти элементы вот такого управления, свойственные партийным вождям, они уже сидели далеко у него внутри. И вот на этой основе постепенно стали нарастать противоречия между Верховным Советом и президентом. Вот так зародились основания вот этого, к сожалению, конфликта, который закончился очень трагически. А в чем на практике выражались вот эти диктаторские замашки Ельцина? А вот началось, кстати, тоже, казалось бы, с мелочи. Дело в том, что по Конституции Верховный Совет должен был утверждать весь состав правительства, который предлагал президент. И он не только утверждал, он мог предложить свои кандидатуры, вынести на обсуждение. Он имел право пригласить любого министра, премьера на свое заседание, потребовать отчет и отправить в отставку. И вот здесь начались противоречия. Ельцин говорил так, что ну как же так, вот я вот назначил правительство, а вот законодательный орган не соглашается или не утверждает кандидатуру, которую он предлагал. Так, или пытается там их уволить, не соглашается с теми положениями, которые я выдвинул. Вот на этой основе были вот эти противоречия. Особенно они возгорелись, когда вдруг внезапно, ведь вы знаете, это был очень интересный период вообще в Советском Союзе. Так, очень много демократические реформы Горбачева очень много способствовали выдвижению талантливых людей,
Так, я не знаю, вы еще слишком молоды, наверное, и не помните эти времена. Но вы знаете, ведь Верховный Совет СССР, Верховный Совет Российской Федерации, другие Верховные Советы республик, туда входило очень много талантливых людей. И ученые, и писатели, философы, талантливые инженеры, военные. В общем, это было, вы знаете, всплеск такой политической активности, когда на поверхность стали выходить вот очень много талантливых, способных людей. И вдруг вместо того, чтобы выбрать способных, известных в стране людей, вдруг Ельцин предлагает нам назначить какого-то Гайдара, племянника, внука какого-то известного, ну, когда-то известного писателя, ничем не блиставшего. Он был журналистом в партийной газете «Правда», потом в журнале «Коммунист». Те, кто читал, знают его статейки. Так, и плюс еще каких-то младших научных сотрудников, в общем, совершенно серых людей, откровенно скажу, без всякого субъективизма. Ну, все они просто ахнули, все были шокированы, парламентарии. Ну, как это так? Тем более обсуждались, вы знаете, проблемы, связанные с премьером, обсуждалось широко. Например, известный покойный ныне академик Федоров. Вот основатель целой школы, офтальмология, там так вот. Вот потом покойный уже, вот недавно он умер, академик Рыжов, бывший ректор Московского высшего технического училища, интеллектуалы, тоже известный своими демократическими взглядами, очень грамотный, образованный. Еще целый ряд вот таких людей, у которых был авторитет и знания. Вместо вот этих людей вдруг вот назначается. Это был своего рода, вы знаете, вот как бы сказать, Рубикон. Когда парламентарии поняли, что с этим президентом, в общем-то, особенно мы кашу не сварим. И принцип, я как председатель парламента считал, что нам надо каким-то образом 4 года, а тогда президент избирался на 4 года, что надо нам впервые показать, что здесь без интриг, без склок каким-то образом довести этот президентский срок до конца. Но мы уже на какие-то нормальные взаимоотношения рассчитывали. Ну вот здесь и начались вот конфронтации. Остальное все это уже было, как бы сказать, вот, так что развитием вот того основного противоречия. А вот многие сейчас говорят, что создалась такая ситуация, когда у нас осталась советская конституция 1978 года, и в соответствии с ней огромная власть была сконцентрирована в руках Верховного Совета. И при этом у президента был мандат на реформы от народа. И получилось, что у нас не разделение властей, а двоевластие, когда и Верховный Совет может все, и президент может все. Это не так. Это пытаются, естественно, вы знаете, история, как всегда говорит о том, что, так сказать, горе побежденным. Это было воскликнуто когда? Вы знаете, в античные времена. Что все плохое – это в адрес побежденного, а все хорошее – это в адрес победителя. На самом деле Горбачев ведь фактически создал новую демократическую и ситуацию, и новую демократическую конституцию. Не забывайте, что он же переделал в конституцию. Почему стали возможны эти изменения? Я уже говорил, почему Ельцин пришел, почему я пришел к власти, профессор университетский. Так вот, потому что уже была совсем другая обстановка. И помимо этого, обстановка были другие институты. Новые были институты. Уже партийные власти, Горбачев сам сказал, да, пусть пока действует партийная власть, так сказать, но пусть она не вмешивается в выборы народа. Народ уже определял. Вы знаете, вот моя избирательная кампания, сколько мне обошлась, вы знаете? 2 месячные зарплаты профессорские. Вы можете себе представить, вот как ныне избираются, и сколько? Я бы мог бы избраться? Будучи, конечно, не бедным, но я все-таки профессор. Ну, откуда у меня миллионы? Вот какая была обстановка. Это все ерунда, это все искусственное наслоение. Дело в том, что институты были уже совсем другие. И в соответствии с этими институтами у президента была большая власть, но она была исполнительная. А он хотел заменить и стать законодателем еще. Вот я как-то пошутил. Ко мне обратились вот еще в период Барака Обамы, помните, когда он предложил, ну, это закономерно, у них ежегодно возникают эти вопросы,
связанная с потолком государственного долга. Расходов больше, чем доходов, так и президент предлагает увеличить внутренний государственный долг, и Конгресс должен принять эти решения. Иначе финансирование государственного аппарата не может быть осуществлено. И вот в этот накал страсти ко мне обратились американские репортеры, говорят, вот что вы думаете? Я говорю, я думаю вот что. Я говорю, пусть Барак Обама выведет танки, расстреляет Конгресс, захватит всю власть, объявит, что это там какой-то пробольшевистский коммунистический заговор и будет управлять. Я говорю, как Ельцин в свое время, вы же поддержали. Я говорю, вот, я говорю, да вы что, говорит, так это же, говорит, нельзя. Это у вас, говорит, можно, у нас это нельзя. Я говорю, а почему у нас нельзя? Ну, потому что вы не созрели до демократии. Поэтому это все ерунда. На самом деле у президента Ельцина были огромные права. И, естественно, они были огромные права и у парламента. Но они были в сфере, во-первых, так, как это в классическом парламенте. Во-первых, законодательная власть. И, во-вторых, контрольная деятельность. Так, как это осуществляет парламент и нормальный парламент всего мира. Контроль за расходами. И вот это больше всего возмутило и президента, и правительство. Как это так? Там парламентский комитет, точнее не парламентский комитет, а структура, так, которую утвердил парламент и подписал в качестве закона сам Ельцин, она начинает интересоваться расходами исполнительной власти. То, чего никогда не бывало. Вот представьте себе, вот сейчас вдруг существует какая-то организация, вполне законная, и начинает проверять расходы президента Путина, Министерства обороны, еще других. Ну вы что, это же вселенский скандал. И вот это больше всего не понравилось вот как раз вот этой бюрократии прокоммунистической, которая в большей степени засела в структурах исполнительной власти, чем законодательной. Потому что я вам уже рассказывал, что депутаты были избраны на другой основе, на конкурентной. Вот со мной, например, было 6 конкурентов. Директор завода, какой-то еще там крупный деятель партийный, второй секретарь обкома партии, председатель, директор одного совхоза. Кстати, все умные люди. Но народ имел возможность выбора. Вот такие были депутаты. А в структурах исполнительной власти вот эта замшелая бюрократия, которая десятилетиями господствовала, она там и застряла. То есть, наоборот, была картина совершенно другая, чем та, которую представляют даже ныне. Скажите, а это вы назвали Гайдара мальчиком в розовых штанишках? Ну, как-то у меня вырвалось, да, вот она прилипла до сих пор, да. А расскажите, как вы восприняли вот эти гайдаровские реформы? Да, отвратительно приняли, отвратительно, потому что реформ не было. Ведь они начали с чего? Я ведь всю жизнь, я, кстати, ведь профессором стал, я не изучал социалистическую экономику. Я ездил в Канаду, я окончил в аспирантуре зарубежной экономики, в МГУ учился. Занимался канадской экономикой, регулированием. Из Канады перешел на Америку, смотрел, как они все осуществляются. То есть я лучше знал жизнь капиталистического производства. Бывал на заводах Форда, там, несколько раз бывал на стажировке. Так, и поэтому все говорят, ах, вот такие-сякие. Эти реформы, их не приняли, они были хорошие. Дело в том, что это правительство было такое, что оно не знало ни капиталистическую экономику, ни социалистическую экономику. Приехали специалисты из Международного валютного фонда, в том числе президент-распорядитель Камдесю. Он был у меня, мы с ним разговаривали. И он предлагает принять мне вот этот известный Вашингтонский консенсус. А у меня был аспирант из Чили, кстати, который занимался этой историей. И когда он мне позвонил, а я продолжал, еще будучи в Верховном Совете, я продолжал руководить своей кафедрой мировой экономики. И мне договорились на кафедре, что в случае чего ко мне могут по этому телефону всегда звонить. И мне мой заместитель звонит, что Руслан Иванович, вот, говорит, ваш аспирант чилиец, он, говорит, хорошо знает вот это все. Так, вы ему давали когда-то поручение заняться этим Вашингтонским консенсусом, он хотел бы с вами встретиться. Я с ним встретился, он мне переведенный на русский язык все документы дал.
помимо того, что я кое-что еще и знал. То есть вот первые реформы в связи с Вашингтонским консенсусом в Латинской Америке провалились. И этот навязывает нам эти. Не навязывает, кстати, это не плохое слово. Предлагает. Никто нам ничего не навязывал. Это неправильная точка зрения, когда говорят, американцы нам навязали, эти нам навязали. Никто нам ничего не навязывал. Кто может мне что-то навязать, если я сам добровольно их не принимаю? В общем, в долгой беседе с Камдесю, так, мы разошлись взглядами, он сказал: Руслан Имранович, говорит, я понимаю вас, вы, говорит, ученый, хорошо это знаете, но дело в том, что, говорит, я уже договорился и с президентом, и с премьером, они-то готовы уже принять. И вот, вопреки мнению законодателя, они приняли эти реформы, которые вот и привели к кризисам, и вот сейчас до сих пор вот это никак, вот фактически разогнав, но это другой вопрос теоретический, разогнав кейсианство, так, и уничтожив кейсианские институты, я считаю, мировой капитализм поставил себя вообще-то в очень плохое положение. Вот это неравенство, о котором много говорится, это как раз связано вот с этим Вашингтонским консенсусом. Но если конкретно перейти к вопросу, не спрашивая Верховный Совет, Ельцин издает указ о том, чтобы перестать регулировать цены. Помните вот это знаменитое? Ну как можно это делать? Ведь никакой рыночной экономики нет, потому что вся 100% собственности государственная. И бабах убирают контроль над этими ценами. На хлеб, на масло, на все что угодно, они 100 раз, 1000 раз возросли цены. Галопирующая инфляция. Люди уже черт знает во что превратились. Вот что вот это было. Ведь все были согласны, даже наши противники, что надо сперва осуществить приватизацию, создать какую-то конкурентную среду, хотя бы в легкой промышленности и на продовольственном секторе. Вот эти лавочки мелкие передать техчастникам, продать, чтобы какой-то вот элемент конкуренции был. Потом уже постепенно снижать цены. И то постепенно, не на все продукты. Вот они фактически обрушили всю неустойчивую и кризисную экономику, они ее обрушили вообще полностью, так сказать, вот в пропасть свалили. В такой обстановке, конечно, мы потребовали смены правительства. Добились смены на съезде народных депутатов, избрали другого премьера. Но Ельцин уже заортачился, он взял курс на уничтожение парламентской демократии на Верховном Совете. Вот так, если очень коротко. Паш, надо микрофон поправить, да? То, что я так жестикулирую, ничего? Нет, прекрасно, наоборот даже. Да? Очень динамично. Ну, вот если сейчас послушать Анатолия Чубайса, то его позиция состоит в том, что действовать нужно было очень быстро, потому что страна была на грани голода, и это было единственное решение, которое позволило тогда наполнить прилавки продуктами. Вообще, ну, Чубайс, конечно, незаменим. Я вам хочу только сказать, вы знаете, сколько паслось овец и крупного рогатого скота на просторах Российской Федерации тогда? В 5 раз больше, чем сегодня, крупного рогатого скота. В 7 раз больше овец, в 2 раза больше свиней. Голод, да? Так вот, теперь, вот наш уважаемый президент все время хвастается, я другого слова не найду. Я вообще терпеть не могу хвастовство от политических деятелей, но по-иному я не могу назвать. Он все время хвастается. Вот мы продаем зерно, мы в Российской Федерации закупали, в Советском Союзе закупали, а теперь мы продаем. Хорошо, продаем. А сколько мы получаем зерно в Российской Федерации сегодня? Так вот, мы получили в прошлом году 115 миллионов тонн. А в том голодном году, о котором говорит Чубайс, 107 миллионов тонн. Ну, большая разница, правда? Тогда 107 миллионов, а теперь 115. Рост очень большой. Так какой голод? Он возник действительно, угроза голода. Почему? Да потому что это правительство не сумело обеспечить мясом и хлебом население. Если я глава правительства, а у меня по всей стране огромные стада овец,
коз, баранов, свиней, крупного рогатого скота. Какой голод так? Что надо делать? Обеспечить продовольствием. Если у меня в закромах там вот это ломится все амбары, некуда девать это зерно, эту пшеницу, так сказать. А в столицах, в крупных городах, там в Петербурге и в Москве нехватка продовольствия. Так это же проблема управления. Об этом мы и говорили. Послушайте, вы что, сумасшедшие? Вы что, не можете обеспечить продовольствием? Приезжают с Краснодара к нам местные власти, не могут добиться каких-то решений у правительства, приходят ко мне и говорят: Руслан Имранович, мы закапываем помидоры, распахиваем помидоры осенью. Некому убирать. Я за Чубайса снова отвечу, что ведь тогда нарушилась вся система снабжения. Правильно нарушилось. А для чего существует правительство? А почему нарушилось? Давайте мы зададим вопрос. Когда говорят вот эти демагоги, я никак не могу, почему им не отвечают на вопрос. А почему она нарушилась? Что, была гражданская война, нападение Гитлера, какая-то язва, всеобщий мор, она нарушилась. Вот все говорят, нарушилась. Так ты же правительство, восстанови. Они больше того, я вам скажу, что они сделали. Они преобразовали таким образом правительство, что ликвидировали Министерство железнодорожного транспорта. Ликвидировали. 3 месяца нет Министерства железнодорожного транспорта. Как может не нарушиться даже железнодорожный транспорт? Пришли ко мне депутаты, железнодорожники, и говорят: Руслан Иванович, вы хотя бы в курсе дела? Я говорю: я-то в курсе дела. Почему вы не принимаете меры? Я говорю: о чем идет речь? Как, говорит, вы же видите, говорит, что творится с железными дорогами, как в гражданскую войну. Я говорю: дайте мне записку на одной странице. Они мне дали, обосновали все. Я звоню Гайдару и говорю: Гайдар, если ты до конца этой недели не восстановишь Министерство железнодорожного транспорта, я соберу президиум Верховного Совета, я говорю, новую создадим Министерство железнодорожного транспорта, и больше того, я назначу министра. Вот такими методами мне приходилось действовать. И что вы думаете? Он, конечно, тут же пошел к Ельцину, подписали они постановление, восстановили железные дороги, и началось что-то делать. Это не моя сфера. Я в данном случае был неправ. Я влез в исполнительные дела. Обстановка, которую создали эти чубайсы, была именно такая. И после этого началось более-менее нормальное движение по транспорту. Точно так же и по другим сферам. Они ликвидировали все отраслевые министерства и создали Министерство экономики. Правильное решение. Но это решение, если бы все было бы действительно, если бы все было равномерно, если бы все было хорошо, реорганизовали так. А когда все в хаосе, наоборот, надо каждую отрасль контролировать, чтобы вообще-то не впасть в пропасть. Все свалили в кучу. Были случаи, когда они забыли целые отрасли, о существовании которых. Вот мы принимаем законы, а эти отрасли даже не упомянуты в этом законе, который предложило правительство. Потом приходит ведомство ко мне и говорят: Руслан Иванович, вы же о нас забыли. Я говорю: а кто вы такие? А мы такие, этим занимаемся. Я говорю: а где у вас в законе-то нет? А о нас забыли. То есть было такое правительство Чубайса, которое забывало целые отрасли о том, что они существуют. А у вас были какие-то личные отношения с Гайдаром и Чубайсом? У меня были. С Чубайсом у меня не было, потому что как-то он был безграмотный. Конечно, они потом кое-чему научились. Так. Это был вообще такой демагог революционный. Он очень напоминал, вы знаете, времен гражданской войны, комиссаров. Это был комиссар, не какой-то не рыночник. Так. Причем очень властный, амбициозный, с диктаторским характером. Простите, а можно я вас прерву и попрошу сказать слово «Чубайс», чтобы было понятно, про кого вы говорите? Я говорю про Чубайса. Это был очень властный, амбициозный, неграмотный к тому же. Причем он вел постоянно интриги, добился у Ельцина права самому принимать решения о приватизации. Возмутил всех региональных властей. Постоянно на него были жалобы. Несколько раз я предлагал: уберите хотя бы эту одиозную личность. Ельцину. А он мне как-то, когда основательно в таком состоянии сказал:
такое у него было благодушное настроение, он говорит: а вы знаете, почему я держу Чубайса? А потому что все его ненавидят. То есть вот, ну вот вам деловой принцип. То есть это была, конечно, самая неподходящая фигура в правительстве. Самая. Она сыграла, я думаю, более зловещую роль, чем Гайдар. Гайдар все-таки был человек более добродушный. И он, между прочим, хотел сотрудничать с нами. Но ему уже не дали ему сотрудничать так вот. Не хотели, чтобы он сотрудничал с парламентом. А это был такой злобный, вот такой вот какой-то, так, в общем, не очень добрый человек, так скажем, мягко так сказать. Ну, а с точки зрения квалификации говорить нечего. Там вообще ничего не было. Ведь посмотрите, что он натворил с этой знаменитой системой нашей единой электроэнергетической системы. Якобы там нужны иностранные инвестиции, он ее развалил, разогнал. Так, в результате повысились цены раз в 10. Никаких инвестиций туда не пошли. Вот знаменитый, печально знаменитый взрыв, вы помните, вот этой колоссальной Красноярской ГЭС, которая вот взорвалась, именно из-за того, что нехватка средств. Он специалистов разогнал из этой системы, а набрал туда юристов и бухгалтеров, которые выкачивали из этой системы все деньги. В результате отрасль эта, между прочим, находится и сейчас в плачевном положении. Я думал, что Путин все-таки восстановит вот эту систему, единую электроэнергетическую систему, которую развалил Чубайс. Этот человек, кроме вреда, он ни на что не способен. Ну, вот видите, он, оказывается, тоже нужен сейчас. Большой специалист там в нанотехнологиях. В то время как вот недавно умерший наш лауреат Нобелевской премии, наверное, мог бы подсказать, кого надо на нанотехнологии-то посадить из его же учеников. Так что тогда было непонятно выдвижение этого Чубайса. Я его всегда называл мошенником и мерзавцем. И сейчас непонятно, почему он управляет очень сложным, очень нужным вообще-то для технологического прогресса направлением, хотя в этом абсолютно ничего ни в чем не разбирается. И там никаких достижений нет. И не может быть. Там, где занимается чем-то Чубайс, там только провалы. А давайте в 93-й год перенесемся. Референдум «да-да», «нет-да». Многие говорят, что Ельцин, что этот референдум расставил все точки над «и», и этим общество сказало «да» президенту и «нет» парламенту. Да ничего общество не сказало. Дело в том, что я был противником этого референдума. Не потому, что там чего-то боялся. Я Ельцину говорил: посмотрите, сейчас страна и так у нас в очень крупных противоречиях, мягко скажем. Так вот, уже дело дошло до крайностей. Социальное положение плохое, экономическое плохое. Референдум послужит только для того, чтобы канализировать эти настроения, углубить противоречия. Ничего вы не добьетесь. Я говорю, если вы хотите, чтобы я ушел, я говорю, Борис Николаевич, вопросов нет. Я говорю, ну я против того, чтобы вы разогнали законодательный орган. Я говорю, мы с трудом справились с одной диктатурой. Я говорю, вы-то не знаете, я говорю, жизнь в неволе. Я говорю, а я провел всю свою жизнь в репрессиях. Я говорю, вы знаете, где я рос? В каких условиях? Тогда с детства у меня была мечта как-то бороться с этой системой. Я говорю, если у вас были только карьеристские соображения, у меня другие цели. Я говорю, я вам не позволю разрушить демократический строй. Я говорю, давайте жить по Конституции. Плохая Конституция, давайте будем ее менять. Поэтому они там, черт знает, какие вопросы туда навключили, хотя я был противником. 4 вопроса, да, это такое, это всякое. В конечном счете избиратель оказался более мудрым. Как говорил, решение Конституционного суда заключалось в чем? Там даже в преамбуле говорилось, что народ на референдуме высказался за то, чтобы сотрудничал президент с Верховным Советом. И никто никого не может изгнать, потому что ни на один вопрос не было дано вразумительного большинства с точки зрения конституционного регламента. Они начали толковать. Тут вспомнили Сталина, вот не важен результат, важно толкование, как Бурбулис сказал, еще там прочее, всякую ерунду там. Были попытки переворота уже тогда вот со стороны
Ельцина. Но мы как-то встречались и каким-то образом могли улаживать эти противоречия до некоторых пор. Потом как-то я увидел, что все окружение Ельцина пытается его изолировать от меня. Вот после этого референдума у нас почти прекратились встречи с Ельциным. Почему? Потом мне один умный человек, у меня же тоже были свои люди, мне сказали так. Дело в том, что каждая ваша встреча оборачивается тем, что вы приходите к соглашению с Ельциным. Так, вы как-то умудряетесь найти общий язык. А это не нравится тем силам, которые хотели бы усилить противоречия, разогнать парламент. Так, а главный приз был какой? Огромная государственная собственность, на которую нацелились многие лоббистские группы, но боялись смертельно Верховного Совета. И вот они хотели этого сделать, знали прекрасно, что Верховный Совет не позволит, все будет по закону, последовательно, не торопясь. И вот они пытались вот это присвоить. Вот на этой основе и были вот эти усиления вот этих противоречий. Вот к этому, собственно, и пришел вот 93-й год. Вначале, кстати, когда пришел после Гайдара Черномырдин по инициативе Верховного Совета, мы тоже начали работать неплохо. И вдруг я замечаю, что Черномырдин как-то избегает. Ну, мы как-то с ним тайно от всех встретились. Он говорит: Александр Иванович, я, говорит, не такой боец, как ты. Говорит, я боюсь. Говорит. Так, я пытаюсь сделать все, чтобы как-то смягчить положение, но дело в том, что, говорит, на меня, говорит, наваливаются тут же люди и министры, и ельцинисты, и начинают меня терзать. Каждое мое появление в Верховном Совете, в зале заседаний, после этого я подвергаюсь порке. То есть у них действовала целая система, направленная на то, чтобы разжечь эти противоречия. А в основе была цель вот осуществить ту самую приватизационную политику, которая была сделана потом. Вот, я считаю, основные причины вот этого конфликта. Но Чубайс вам ответит, что Верховный Совет не давал проводить реформы. Ну, так, я вам хочу сказать, ни одного закона, который был предложен ими, правительством, ни один закон не был торпедирован. Причем он был, мы принимали, я специально, чтобы не давали оснований в критике, я специально вызывал вот руководителей, профилирующих комитет комиссии, говорил: ради бога, помогите, не отсылайте назад, сами доводите до конца, согласовывайте, давайте будем принимать. Я помню, на одном совещании вдруг Гайдар говорит: вот у нас нет закона о банкротстве. Я говорю: а ты предлагал, где твой проект закона о банкротстве? Нет, ничего не предлагал. Я даю задание. Так, а у меня действовали специалисты, между прочим, и мои старые друзья еще из Дании, из Франции. Я же, вы знаете, я в свое время был секретарем комитета комсомола в Московском университете, еще в 60-е годы. Очень много ездили мы за границей. И вот мы здесь взрослели, они там. И многие мои еще студенческие друзья стали парламентариями, министрами в западных странах. И когда я стал председателем парламента, они охотно поддерживали меня, посылали целые группы своих специалистов на помощь. И мы быстро подготовили закон о банкротстве, и я его принял в Верховный Совет. Буквально через 2 недели показываю Ельцину: на, я говорю, подписывай. Гайдар, я говорю, твой ругал, я говорю, Верховный Совет, хотя сам ничего не сделал. Он был изумлен. Ельцин был изумлен этим. То есть, вот что бы они ни говорили, вы спрашиваете: а какой закон Верховный Совет отверг, который вы предложили, и он не принял, и препятствую вам вашей деятельности? Ни одного закона, ни одного проекта постановления, который они подготовили, мы не отвергли. Может быть, лучший ответ? Думаю, что нет. Как вы отнеслись... Поправь, пожалуйста. Как вы отнеслись... Паш, ты готов, да? Как вы отнеслись к конституционному совещанию по проекту Конституции? Отрицательно. А можно развернутое предложение? Дело в том, что, вы знаете, еще на первом съезде народных депутатов была избрана Конституционная комиссия. Конституционная комиссия для подготовки, во-первых, нового проекта Конституции, и, во-вторых, для внесения изменений в действующую Конституцию.
Председателем Конституционной комиссии был Ельцин. Я его первым заместителем. В принципе, уже через год был проект подготовлен. Ельцин его предложил принять за основу. Съезд его принял за основу. Все было хорошо. Но вдруг случилось то, что, в общем-то, никто не ожидал. Вы знаете, в декабре окончательно развалился Советский Союз. Ельцин ехал в Кремль. Так, и у него изменилось абсолютно представление о новой Конституции. Он начал потихоньку, в общем, сам это стимулировал, эти разговоры, что это проект, который там готовил Верховный Совет, он к нему не имеет отношения, что это какая-то там старая, коммунистическая, что нужна новая Конституция. Я говорю: Борис Николаевич, да как вам не стыдно? Прекратите эти разговоры. Вы же председатель Конституционной комиссии. Дайте ваш проект, какой вы хотите, если вас это не устраивает. Вы же, говорю, вот недавно, полгода тому назад, доказывали необходимость принятия этой Конституции. Да нет, у меня другие представления. Я говорю: хорошо, другие представления. Я говорю: ну вы же каждый день критикуете, что у нас вот там какой-то новый проект, что вы с ним не согласны. С чем вы не согласны? Ну вы же сами председатель Конституционной комиссии. В вашей власти собрать и меня, и других членов Конституционной комиссии и сказать: делайте то-то. Вместо этого что он делает? Собирает какое-то конституционное совещание из каких-то совершенно неизвестных людей. Какая-то часть перебежчиков из крикунов вот, Верховного Совета. Еще какие-то там юристы, там черт знает кто. Совершенно несерьезная компания. Называет ее конституционным совещанием, выступает перед ними, не дает мне слова сказать, кстати, председателю Верховного Совета, облеченному Конституцией на власть. Я же получал первые секретные документы по положению, по Конституции, утвержденным еще Лениным, между прочим. Получает президент, а второй номер я. И мне подчиняются все, и армия, и спецвойска, и прочее, и так далее, как второму человеку. А он мне не дает даже слова на конституционном совещании. То есть это, вы знаете, это был какой-то чисто разбойничий вот такой подход, бандитский в буквальном смысле. О государственном подходе там вообще речи не шло. Вот что такое было конституционное совещание. Мгм. Руслан Имранович, вот это противостояние достигло своего пика уже к концу лета, да? Да, к сожалению, к концу лета, это он открыто призвал, сказал, что вот август будет артподготовка, а там посмотрим. Вот уже артподготовку он назвал. И вдруг ни с того ни с сего появляется этот указ, так известный, в соответствии с которым распускает Верховный Совет, замораживает деятельность Конституционного суда, приостанавливает деятельность всех структур подконтрольных и находящихся в ведении Верховного Совета. Председатель Центрального банка выводится из подчинения Верховного Совета. Не из подчинения, а из ведения. Назначает его министром. Как может быть председатель Центрального банка министром? Так, это все смешно. В общем, вот такая, причем это же не предусмотрено в Конституции. Ну, даже его союзники в Верховном Совете, они запротестовали, сказали: ну это уже диктатура. Так, и, конечно, мы приняли в соответствии с Конституцией тут же решение о том, чтобы его отрешить от должности. Направили документы в Конституционный суд. Конституционный суд рассматривал в течение 2 дней. И на заседании Верховного Совета Зорькин огласил свое решение, что данный указ номер 1400, подписанный Ельциным, является неконституционным. И решение Верховного Совета об отрешении от должности является правомерным. Что надо было делать? Конечно, ему надо было, в общем-то, прийти в Верховный Совет и добиться какого-то понимания. Я говорил сразу: мы готовы отказаться от своих решений, если прежде всего Ельцин должен отозвать свой указ номер 1400. Потому что дальнейшие переговоры вообще невозможны с точки зрения юридической. Если ты лишен всех прав, так, ты отрешен от всего, ты незаконный, так вот, оставляя в силе это решение, какие могут быть переговоры? А какой, вы считаете, мог быть выход из этого?
Да, из этого выход мог быть, конечно, нормальный выход. Надо было Ельцину, в общем-то, прийти в Верховный Совет, объясниться. Да, это был бы трудный разговор. Но дело в том, что он был ведь в душе большой трус. Так, я помню еще, когда попытка первого переворота, в августе 91-го, ведь он же хотел сбежать в американское посольство. Да я его удержал. Я сказал, слушайте, это что, стыд и срам? Я говорю, вы что? Он говорит, нет, вот давайте вот там. Я хотел, чтобы я сел в машину. Там, говорит, нас уже ждут в американское посольство. Я говорю, нет, я говорю, у меня здесь 500 депутатов. Если хотите, бегите сами. Но после этого он отказался. Он трус был. Поэтому он не решился прийти в Верховный Совет, и никто от него пока и не ждал. Но он должен был прийти и как мужчина сказать, ну что ж поделаешь, вот подписал я. Оказался неправ. Давайте теперь будем вместе исправлять ситуацию. И все. Но были же переговоры в Свято-Даниловом монастыре. Почему они... Да все это ерунда. Это все говорят до сих пор. Какие переговоры? В переговорах не участвовал ни Ельцин, ни Черномырдин. Участвовал единственно кто? Филатов, начальник канцелярии. Ну а что можно говорить с начальником канцелярии? Ну, я на всякий случай своего первого заместителя Воронин туда направлял. Ну и что он может решить? Участвовал там Лужков, мэр Москвы. Ну, при чем тут мэр Москвы? Должен-то был участвовать или сам Ельцин, или, по крайней мере, премьер, который действовал бы от лица исполнительной власти, от лица и своего, и президента. Это все, вы знаете, это же все попытка показать, что они там какую-то правовую основу имели. Абсолютно никакой правовой основы не было за их действиями. Я думаю, что история еще скажет своего мнения. Они еще боятся чего, в том числе и нынешняя власть. Дело в том, что с этого момента Ельцин, несмотря на его выборы, перевыборы, он незаконный президент. Он в истории, с точки зрения формальной логики, права, международного права, внутреннего права, национального законодательства, это незаконный президент. И все его решения последующие являются незаконными. Потому что вы его отрешили от власти. Потому что он отрешен был. И самое главное, ведь вы знаете, в международном праве и в международном обычае особенно считается сильным решение конституционных судов. А Конституционный суд принял очень четкое решение по этому вопросу. Поэтому я думаю, что и Путин тоже как бы вот прикрывает все время вот Ельцина. Ему тоже не хотелось бы, чтобы его назначил, чтобы он был наследником незаконного президента. Так что здесь тянется и вот это, так, я думаю, тоже вот эта часть размышлений. Мы с Филатовым тоже разговаривали, и он нам подробно рассказывал о переговорах в гостинице «Мир» сначала, на которых якобы пришли к соглашению, а потом гонцы Верховного Совета вернулись в Верховный Совет, на следующий день пришли в Свято-Данилов монастырь и дезавуировали соглашение. Да, это болтун. Он же меня, я его сделал своим первым заместителем, рассчитывая на какую-то порядочность, он стал предателем на второй же день. Я вам расскажу об одном факте. Ну, вы знаете, ведь если ты не доверяешь ближайшим своим помощникам, это же не работа. И вот представьте себе, Верховный Совет принимает закон, все, приняли закон, проголосовали, а Филатов угоду Гайдару вносит изменения в принятый закон. Я ему говорю, Сергей Александрович, дорогой, я говорю, ты что, преступник? Я говорю, ведь так же не может никто делать, я говорю, так вот, уже же принятый закон, а ты вносишь своей волей. Ты кто такой? Я его заставил написать заявление об уходе. Вот по этому факту. Потому что мог быть большой скандал. Так, и позор вообще, позорное явление. Но его после этого подобрали, и вот он стал каким-то ненавистником. Как будто, ну не я же ему подсказывал вот, идти на такую провокацию. Сам совершил подлог фактически. Так, и стал за это мстить. Какие там переговоры? Так, ну, это же все было смешно. Кстати, Алексей II, которого я знал, так, и он часто бывал в Верховном Совете, он же обещал предать анафеме тому, кто начнет открывать огонь. Тот же Филатов, он мне сказал, вот до сих пор жив художник Шилов,
который был очень близок ему, а он, Шилов мой друг, он постоянно, кстати, был в Верховном Совете, и мне Шилов рассказал. Он говорит, заболел Алексей. Он не вынес, вот этот самый Сергей Александрович ему сказал, а ты, поп, сиди и не лезь не в свое дело. Это он сказал ему, да. А ты, поп, не суйся не в свое дело. После этого он заболел. Расскажите, а что происходило? Это были какие-то, я не знаю, что делает вот с некоторыми людьми власть. Вот это стремление чего-то там вот получить, какие-то привилегии. Но она их просто до определенной до минуты, когда есть сдерживающие факторы, человек ведет себя более-менее нормально. Как исчезают вот эти препоны, вот и выявляется вот эта суть, очень, к сожалению, не очень, нехорошая, неприятная, причем какая-то жестокая. Вот тот же, казалось, мэр Лужков, которому я много помогал. Не то, что он не только охотно выполнял вот эти какие-то изуверские решения, но доходило это дело до гротеска. Взял и отключил в Верховном Совете, в здании, в парламентском дворце туалеты. Можете себе представить? Воду отключил, там же половина женщин. Вот еще вот выступает иногда, говорит о москвичах. Так. Это ж негодяй, каких свет не видел. Преступник. Как можно отключить воду, извините, клозеты? Еще претендует на какую-то интеллигентность, что-то там рассуждает о справедливости. Там, так вот эти мошенники во власти, это, конечно, они губят все фактически. Вот почему у нас нет экономического роста, почему у нас при огромном, богатом государстве вот нищее население? Да потому что вот эти мошенники кругом. Расскажите, а что происходило внутри Белого дома в эти 3 дня? Так почему 3 дня? Так, не 3 дня. Так, это происходило, вот считайте, с 21 августа по начало ноября, так сказать. Вот. Происходило что? Большая серьезная работа. Во-первых, законодательная деятельность, очень серьезная. Так, ну и, конечно, непрерывное митингование, выступления, разработка каких-то тактических приемов, чтобы сделать, вот как бы нам из этого положения выйти. Попытки поднять, естественно, регионы, к нам постоянно приезжали из регионов, наши делегации выезжали куда-то туда. Так что была такая вот интенсивная работа, ничего там плохого не было, как о нас писали. Я помню, пришел наш знаменитый певец, вот, и говорит, о, Руслан Бранович, а здесь, говорит, у вас все порядок, все, говорит, чистота, а нам говорили, что здесь одни пьяницы, наркоманы, кругом, говорит, вот бандиты, говорит, так, я, говорит, я здесь ничего не вижу плохого. Так. Ну вот ваши оппоненты нам рассказывают, что в Белый дом стекались боевики из Приднестровья и других горячих точек, а Хасбулатов при этом перевел охрану Белого дома в собственное ведение из подчинения, видимо, МВД, и там была куча оружия. Это чепуха. Там же был прокурор. Было специальное постановление, когда они подняли огромный шум. Вот видите, вот ложь, она бесконечная ложь, повторяют эту ложь, хотя она опровергнута. Когда поднялся вот этот шум вокруг какого-то оружия там и прочее, и так далее, так, я немедленно пригласил прокурора Москвы Панкратова, он, по-моему, он живой еще, так вот стал. Так, я говорю, пожалуйста, так, это причем при журналистах было даже решение Верховного Совета о том, чтобы поручить прокурору проверить. Он проверил все, так, обнаружил оружие только то, которое принадлежало охране. Причем полицейское подразделение, оно было двойного подчинения. Руководство Верховного Совета еще с ельцинских времен и Министерство внутренних дел. Другой охраны там не было, абсолютно никакой. Тем более у меня было там всего лишь 4-5 человек охраны, между прочим. Если я помню, я утверждал еще штатное расписание Ельцина, у него было 104 человека, то у меня было 5 или 6. Я вообще как-то относился к этому несерьезно. То есть я-то относился серьезно, но я относился к этому как к несерьезному делу.
Потому что я прекрасно знал, тот, кто кого-то хочет убить, он всегда убьет. Никакая охрана тебя не спасет. Единственное, они нужны были мне как люди, которые постоянно могли быть на связи. Тогда ж не было телефонов, этих трубок, так, к которым мы сегодня привыкли. Так что ничего там, никакого оружия не обнаружили. Все, этот прокурор ходил, смотрел, потом пришли вместе с нашим прокурором, Степанковым, кстати. Они, два прокурора, пришли, доложили, составили акт, что ничего нет сверхнормативного, сверхштатного. Абсолютно. Я даже потом делал внушение Рудскому. Я говорю, слушай, что ты напугал всех? Я говорю, а на всякий случай, я говорю, почему у тебя нет оружия? Я даже так сказал. Он говорит, так, Руслан Иванович, помилуйте, говорит, только нам, говорит, и без этого оружия пристают. А дело в чем? Кто-то из нас сказал, да пусть они попробуют только сунуться, у нас здесь столько всего, ну, в целях там напугать другую сторону. Этот мотив был использован пропагандой, и вот он служил этим целям. И до сих пор, вы знаете, если были более серьезные аргументы, как эти жалкие негодяи не использовали вот этот негодный аргумент по поводу оружия, который был опровергнут тогда же, я вам говорю же. Скажите, а что это были за персонажи, такие Баркашов, Макашов, как их часто описывают, фашиствующие? Ну, фашистующие сейчас, если посмотреть на Баркашова того и ныне фашистующих, которые пользуются привилегией и близостью к власти, это детский сад. Но тогда Баркашов внушал какое-то опасение, но я считал вот что. Я, кстати, вовсе не приказывал прогнать. Дело в том, что кто бы ни был, они пришли с одним мотивом – защитить законную власть. И когда меня спрашивали, тогда еще журналисты, в те времена, я говорил, вы знаете что, какие бы они ни были, их мотивы честные, я их поддерживаю. Потому что они в данном случае пришли с одной целью – защитить власть народа от посягательств, от путчистов. Я говорю, как вы можете опровергнуть это обстоятельство и критиковать и меня, и их за эти их порывы? Другое дело, как бы они себя повели потом, но в соответствии с их поведением мы бы действовали, и я бы тоже вовсе не приветствовал бы какую-то иную противоправную деятельность со стороны этих лиц. Но в данном случае, я и тогда считал, и сейчас считаю, они пришли в соответствии со своими благородными порывами защитить своих законодателей от произвола. Вот так я относился, так я вот давал оценки. Скажите, а как начались вот эти штурмы мэрии и Останкино? Как началась вот эта... Это, к сожалению, были эксцессы, которые, кстати, неизбежны, я и тогда считал. И чем больше тебя завязывался, затягивался этот узел, вот эта осада, тем больше следовало ожидать. Так оно и случилось. Так, поэтому это, конечно, было несанкционированное. Вот я уже забыл эту фамилию. Один подполковник военный тогда, возглавлявший какую-то мелкую партию республиканскую, возглавил, там захватил какой-то штаб СНГ, пытался вооружиться. Ну, потом его, по-моему, посадили, отпустили. Так, точно так же и вот этот поход на Останкино, который я с самого начала осуждал. Ну, это неизбежное следствие затягивания этого конфликта. Вы знаете, когда вот в такой гражданский конфликт вторгаются огромные толпы людей, неподготовленных к этим делам, которые, собственно, и не знают, они единственное, у них одно чувство – борьба за справедливость. Все знали, Верховный Совет – слабая сторона, он обороняется, он ни на кого не нападает. Поэтому у людей возникало чувство идти на защиту, какая бы ни была пропаганда. Но туда же втесалось большое количество и провокаторов, которые хотели бы извлечь выгоду, которые хотели бы разжечь там пожар, как говорят в гражданской войне, и еще иные. Эти самые, естественно, преступники, которые желали пограбить, как это всегда бывает в таких случаях. То есть много действующих сил оказывается вовлечены вот в такого рода серьезные общественные конфликты. Поэтому я ничего и тогда не был удивлен этим явлением. Наоборот, я считал, что как нам удается все-таки удерживать ситуацию под контролем. Но дело в том, что мы могли удерживать, и я в частности, удерживать контроль внутри здания. Но по мере того, как к нам примыкало огромное количество людей, десятки, сотни тысяч, вне пределов здания, управлять ими было уже фактически невозможно.
и следовало ожидать, конечно, самых разных. Ну вот они и последовали, и, воспользовавшись этим Останкинским походом, вот, нас в конце концов сокрушили. А я считаю, что если бы не было Останкинского похода, да, конечно, Ельцин уже вынужден был бы признать поражение. Тем более, когда я вскоре был в Финляндии, через год, по-моему, после этих событий, так, мне там мои друзья говорили, а вот, знаете, Ельцин же у нас запросил, от имени Ельцина МИД запросил визу на неофициальный приезд в эти дни в Финляндию. То есть он уже готовился к бегству. Но есть же записи, где Рудской говорит, вернее, даже орет в мегафон: «Идите брать Останкино». Ну, то есть Да, все-таки эти да. призывы к штурмам И исходили непосредственно от вашего соратника Рудского. ну, исходило, да. Я критиковал, он недоволен был. Ну, я так, откровенно говоря, не склонен сейчас придавать это большое значение. Ну, что поделаешь. Наверное, там тоже были много людей, которые специально хотели вот, в общем, столкнуть вот с таких мирных позиций Верховный Совет и его руководство и показать, что вот они там такие-сякие и так далее. Конечно, это было неправильно, но что поделать, то, что случилось, то случилось. И, кстати, вот я не виню в этом даже Рудского, потому что, ну, кто создал, давайте мы не забудем главный вопрос, ну, кто создал эту обстановку? Ни Хасбулатов, ни Рудской. Кто создал эту обстановку? Вот ведь надо смотреть главным образом. И почему, видя вот это все, не ужаснулся президент и не сказал: прекратите немедленно. Я сам приду в Верховный Совет. Где? Давайте будем договариваться. Как трусливо 3 недели избегал встречи со мной. Расскажите про следующий день. Ну, последний день он самый сложный, самый сложный. Тяжелый был день. Конечно, уже началась атака. Кабинет мой обстреливали, там так штукатурка летела, там вот это огромные дорогостоящие люстры, я помню, с треском повалились. Там охрана бросилась ко мне, говорит: Руслан Иванович, пойдемте туда-сюда, 3-е, 4-е. Вот. Потом пришли ко мне депутаты и говорят, что вот альфовцы прибыли к нам, и они уже там встречались с депутатами, и с Рудским, и с другими. Так, но они непременно хотят видеть вас и переговорить с вами. Я спустился вниз, так вот, на 2-й этаж, вот там небольшая группа депутатов, мои заместители все. И вот этот Володя, он отрекомендовался. Так, 2 молодых симпатичных офицера. Один из них встал, отдал честь и говорит: товарищ председатель Верховного Совета, вот буквально так, вы сделали, как мы считаем, все, что можно было сделать мирным путем. Теперь позвольте нам вас спасти, вас и ваших депутатов. Вот если вы согласны, мы вас спасем. Если вы не согласны, вас здесь убьют. Здесь, говорит, очень много, он говорит, здесь много других подразделений, жаждущих вашей крови. Но мы, говорит, вот с офицерами решили вас всех спасти. Я обернулся к депутатам. Мне подсказывают, что в Совете национальностей было собрание. Все согласились на их предложение, но сказали, что последнее слово зависит от Руслана Ивановича. Пусть он нам скажет. Я говорю: ну что ж поделаешь. Придется тогда так действовать, как обстановку велит. Так, да и вот офицеры дают слово, что они сдержат. Ну, они во многом действительно помогли, но не во всем, потому что избивали. Так вот, все-таки они сумели спасти, так вот, обеспечить общую охрану. Ну, а потом в отдельности началась охота за депутатами, как вы знаете. Зверски избивали многих. Очень многих так. Ну, а я был арестован так вместе и с Рудским, еще, кажется, кто-то там. Очалов, вот так мой военный консультант, тоже был арестован. Вам страшно было в этот день? Не было. Насколько я помню, нет. Я уже, откровенно говоря, я уже считал, что меня убьют. Там несколько покушений было, там так вот. Ребята как-то ночью так умели все это предусматривать. Абсолютно не было как-то. Я и тогда хотел, и сейчас тоже вот так вот, чтобы
мне как-то с честью пронести свое незапятнанное имя. Вот это больше всего. И это, кстати, знали, и даже мои противники ценили. Ну, сейчас все же, когда показывают этот материал, где Рудской сидит и говорит: боевые офицеры, поднимайте машины, бомбите Кремль. Ну правильно, ну а что ему? Он же военный, он видит в отчаянное положение так. Вот он уже призывал, ну вот я не осуждаю его, я какое-то время где-то высказывал так, а потом по зрелому размышлению думаю, он действовал как военный. Так, он думал, что кто-то придет на помощь, но никто не пришел на помощь, все трусливо попрятались, а другие трусливо взяли взятки и стали громить. Так, стали громить, артиллерийский обстрел, все с тяжелых танковых пушек обстреливать. Что это за офицеры? Так, это ж дрянь, дерьмо собачье, какие это офицеры. Так. Ну что ж, Александр Владимирович, наверное, полагал, что какие-то сослуживцы все-таки встанут за него и потребуют какого-то иного подхода. Но Рудской ведь себя уже президентом ощущал. Ну, так он и должен был ощущать президента. Мы же его привели к присяге, он был по Конституции вице-президент. А когда отрешили от должности, какой бы он ни был, так, мы обязаны были привести его к президентству. Он и по мере своих сил выполнял эти обязанности. Я, правда, не был доволен ни им, ни министром. Я им говорил: слушайте, я нахожусь здесь на своем рабочем месте. Твое рабочее место где? Кремль? Иди в Кремль. Министр обороны, я говорил, иди занимай место Министерства обороны. КГБ, иди туда. Кстати, там их ждали. Потом мне говорили генералы: да мы ждали. Так что там тоже была неоднозначная реакция. Если бы эти действительно генералы были бы, ну, хотя бы немножко Наполеонами, так, они бы без труда взяли, установили бы контроль над всеми структурами власти. А у вас с Рудским в эти дни какие были отношения? Да прекрасные были у нас, да, нормальные были отношения. Нормальные. Расскажите, пожалуйста, про амнистию. Почему она произошла? Потому что, на самом деле, как некоторые говорят, Ельцин был великодушен. Да нет, ну, во-первых, они боялись суда. Я, например, хотел суда. Я вовсе не хотел никакой амнистии. Зачем она мне амнистия? Так вот так. И потом, до сих пор, я же считаюсь амнистированным, а мне не реабилитированным. Между прочим, я вообще уникальный человек. Я единственный гражданин Российской Федерации, дважды репрессированный. Один раз сталинская репрессия, второй раз ельцинская репрессия. Только от сталинской меня реабилитировали, а от ельцинской только амнистировали. Вот. Так они боялись суда, вот в чем дело. Поэтому так, ну, Ельцин же недалек умом, но он такой вот, там вокруг него там бегали, тоже не особенно умные юристы. Так, и вот они там что-то договорились, какие-то свои мелкие делишки решать. Так, поэтому меня это не радовало, амнистия. Я ждал суда, чтобы разгромить их на судебном процессе. Правда, была опасность, что они меня убьют до суда, потому что меня ж травили. Меня спас, между прочим, тюремный врач. Так, ведь фактически, начиная с начальника тюрьмы, все были на моей стороне, все сочувствовали, все охранники. Ну, единственное, какая-то там была, я помню, в первые дни, а я страшно простудился, и она мне сделала укол. Вот до сих пор помню, такая вот какая-то такая невзрачная, серая мышь какая-то, медсестра. И потом я очнулся в кабинете у врача, у главного тюремного врача. Так, такой здоровый, симпатичный дядька. Он говорит, я проходил, а тюремный врач, главный тюремный врач имеет такие же права, как начальник тюрьмы. Он говорит, я проходил мимо, откуда-то, думаю, дай-ка загляну к председателю Верховного Совета. Я открыл этот конвейер, а вы, говорит, уже, говорит, у вас пена, а он такой сильный. Я, говорит, подхватил к себе в кабинет и в течение 2 часов, говорит, вас откачиваю, говорит, вас отравили. Они потом мне говорил, и начальник тюрьмы, он говорит, мы искали, кто-то видел, что-то видел, ну, говорит, вот эту какую-то сестру, которая у вас была. Там эти конвоиры тоже говорят, медсестра, они открыли, она вот лечила, а я простуженным был. Она скрылась. Вот если этот эпизод не считать, все 100% персонала были вот
откровенно мои сочувствовали мне. Вот поэтому, если вот не считать, что, возможно, они предприняли попытку меня убить, то я хотел, и, в общем-то, дождаться суда. Так, я бы ему устроил процесс, похуже, чем Димитров. Так, Гитлеру устроил, когда Геринг тогда сказал: уведите его, так, уже приказал суду, уведите его. Так же они этого боялись, мне потом же говорили сами. Вообще создалась интересная ситуация, когда Ельцин прогонял больших военных, там, политических чиновников, они сразу бежали ко мне с тем, чтобы все рассказать, что было и как было. Поэтому у меня накопилась огромная информация о том, что там у них было. Они страшно боялись суда. На суде могли вскрыться все их преступления. Никто же молчать не стал бы, мы бы стали ведь вызывать. Так, а я уже готовился к судебному процессу. Когда они узнали, они вообще испугались. Что бы сделать, чтобы заставить? Ну вот там с этой медсестрой не получилось. Ну, наверное, нашли бы способ, возможно, кто его знает. А вы считаете, что правильно, что амнистировали ГКЧПистов? Вас же с ними одновременно амнистировали? Дело в том, что ГКЧПистов я сам просил, я не мог приказывать генеральному прокурору Степанкову отнестись к ним как-то по-человечески. Я им говорил, что это не обычные преступники. Они в таком уголовном плане ничего страшного не совершили, хотя нанесли огромный ущерб государству. Они ослабили, конечно, очень серьезно мощь государства. Но это ведь трудно доказуемо в плане индивидуального обвинения как-то. Поэтому вот я к ним тоже относился неплохо. Так, поэтому я-то вовсе не считал, что здесь что-то такое особое. Ну, освободили, освободили. Очевидно, была какая-то договоренность. К тому же ведь тогда Ельцин хотел вскоре избраться. Тем более он говорил так, что он в 1994 году будет уже баллотироваться. Но потом испугался. Я уже говорил вам, он трусливый человек. Потом дотянул до 1996 года. И он боялся страшно проиграть. И вот уже пытался лавировать, что вот он не такой уж и страшный, что вот там наказал, ну вот теперь решил отпустить и так далее. То есть хотел выглядеть каким-то добреньким. Но не из-за какого-то там жалости или из-за раскаяния, а исходя из собственных шкурнических интересов. Ну, Ельцин оказался не мстительным, все же вас выпустили. Нет, он был очень мстительным. Очень мстительным. Ну, например, вы знаете, что меня же сразу... Он мстительным, но дело в том, что это же не эпоха Сталина. Убивать-то он уже никак не мог, но он делал все для того, чтобы как-то вот унизить. Вы знаете, у нас десятки депутатов умерли, чуть ли не голодной смертью. Никому не помог. Если бы я не был бы ученым, востребованным, неизвестно, как бы моя судьба сложилась. Меня даже с поликлиники выкинули. Даже с поликлиники с учета выкинули. У меня же никаких дач, абсолютно ничего. От того, что я был 4 года руководителем государства, вторым лицом государства. Абсолютно ничего. А сколько людей погибло во время этих событий 93-го года? Мне милицейские генералы, несколько человек говорило, что в пределах 1500 человек было погибших. Они их вывозили баржами, они их вывозили в крематории. Так, они прятали всячески вот эти следы для того, чтобы их не обвинили. В чем, как вы сами знаете, как Нюрнбергский процесс, чтобы не произошел. Вот чтобы вот это страшное обвинение, чтобы у них не было. Так, вот, как преступление против человечества, против человечности. Вот поэтому там прокуратура нашла основание, там что-то, если я не ошибаюсь, что-то 136 или 146 человек убитых. Так. И вот якобы вот такие. И то в результате каких-то эксцессов. На самом деле было убито не менее 1500 человек. А где они были убиты? Они были вот при штурме, при Останкино. Потом при выходе их же расстреливали, задерживали. Вы знаете, ведь они создали такую систему. Весь центр Москвы, все отделения милиции были отправлены в отпуск краткосрочный. Там заняли специальные люди, какие-то бандиты. Так, и они творили там в этих всех отделениях милиции жестокий суд и расправу. Убивали.
истязали, грабили все, что попадется. Это был фашизм. Я же не случайно писал в своей книге, еще в тюрьме я ее начал писать. На улицах Москвы был тот период разгул фашизма. Со стороны президента. Да, естественно. Вот самый главный, вот он и был вот, воплощением фашистской диктатуры. Ельцин? Ельцин, да, Ельцин, это подонок, это сволочь. Так, никакой он не президент, это преступник. А кого они расстреливали при выходе из Белого дома? Да, они расстреливали всех подряд. Так, единственное было жестокое указание ни в коем случае не расстреливать депутатов, но избивать их до смерти. Вот, например, Бабурин, там, вы знаете, так известный политический деятель, так они его до полусмерти избили. И десятки других избили. Единственное было, видите, им подсказали, так, умные люди там тоже действовали, так что депутат не трогать. Многие, в том числе и журналисты, ведь пропало же без вести около 20 журналистов, в том числе иностранцев. Но об этом тоже решили молчать, потому что Ельцин оказался удобной фигурой для многих. Особенно в свете того, что он приватизировал всю огромную государственную собственность, немыслимую по своим масштабам. А в этом были заинтересованы очень большие люди, очень большие структуры политические. Так, поэтому ему все это прошло. Ну, интересы, что поделаешь? Интересы, прежде всего. Там, где интересы, там уже мораль, человечность. Так, тем более такой вот уже чисто такие понятия, как порядочность, совесть, стыд, там они уже отсутствуют. А вы помните сам момент ареста? Насколько я понимаю, вас Коржаков арестовывал. Когда вас выводили, что вы чувствовали в этот момент? Да, ну, что чувствовал? Там это проценки, я помню, там же стояла, вот знаете, мрачная такая в темных одеждах толпа огромная вот этих добровольцев, вот убийц, преступники это были, уголовники, в том числе мобилизованные Коржакова. Так, и вот они стояли, и Проценко перед самым входом вдруг нагнулся, там что-то стал делать свои шнурки. Я думаю, он специально открыл мне вот это перед толпой, хотел, я думаю, точно меня унизить. Он, наверное, думал, что я от испуга тоже вот спрячусь, а я, наоборот, даже приподнялся. Так. Вот этот момент мне особенно запомнился. Так. Ну, что поделаешь, вот такая была. Так что в один день с второго человека в государственной иерархии сразу бросают так, в Лефортово. Конечно, так, это так довольно-таки сложно. Ну, вот так приблизительно. Ну, на вашу долю выпали интересные события. Не каждому такое дается. Да, видите, потом осложнилось все это тем, что, вы знаете, на Кавказе, в Чечне была сложная обстановка, но к лету 93-го года мы уже ведь фактически начали нормализацию отношений. Мой заместитель Яров, вот потом он в политике был, и зампремьера, очень порядочный, сильный такой вот парень. Вот он был мной уполномочен для ведения переговоров и с Дудаевым. Он уже фактически добился успеха. Если бы не этот расстрел, то не было бы и вообще этой войны. Вот эта страшная война, которая десятилетняя, которую все время Путин не забывает, учитывая его роль там, так ее бы вообще не было. Ее бы вообще не было, вы знаете. Это мы обязаны Ельцину. Расстрелу Белого дома ельцинистами. Тому же Чубайсу, который как раз был сторонником расстрела Белого дома. Так, вот кому мы обязаны вот этой страшной войной. А расскажите, что происходило в Чечне и почему невозможно было договориться вот в 92-93 году? Почему невозможно было договориться? Договориться возможно было. И я же говорю, ко времени, к лету 93-го года мы уже вели заочные разговоры и договоры. Ельцин был в курсе этого дела. И мы уже вот должны были, так сказать, встретиться в Москве, подписать федеративный договор и начать упорядочение жизни. А потом, после того, как начался вот этот штурм, Дудаев резко изменил свою позицию, стал писать письма, я их использовал в своих книгах, 4 или 5 писем он писал Ельцину в поддержку его действий, направленных против Верховного Совета.
Так, видимо, он хотел стать хорошим человеком. Так, ну, а тогда уже после расстрела Белого дома позиции Ельцина были предельно ослаблены. Его вряд ли даже 1%, по некоторым данным, мне социологи говорили, даже 1% населения его не поддерживал. И вот ему посоветовали, давайте такую небольшую победоносную войну. И несмотря на все мои попытки не допустить этой войны, они пошли этой войной. Так, вот вы видели результаты. А как вообще нашли Дудаева? А черт его знает, говорят по-разному. Там он выходец из такой семьи, которая сотрудничала традиционно с чекистами. Так, его отец не был репрессирован до 1947 года. В 1944 году уже всех выслали, а его отец там был задержан для выполнения каких-то спецзаданий. Вот. Так что он тоже, очевидно, сотрудничал, будучи военным, летчиком, он тоже сотрудничал со спецслужбами. И по одной версии его специально направили туда в момент ослабления Советского Союза с тем, чтобы он обеспечил военным какое-то прикрытие. И действительно, как мне докладывали, но через военные аэропорты Грозного осуществлялась переброска оружия в разные точки, в том числе Югославии, вы знаете, африканский континент, азиатский, так, повсюду, там, где было нужно оружие. Но тогда уже целые военные структуры, очевидно, действовали самостоятельно. И они использовали Дудаева в своих целях. Потом, правда, пытались прописать его мне, что я якобы, а я его и знать-то не знал вообще. Да, это я часто слышал, Да. что вот Хасбулатов. Да, ну, а я его и знать не знал даже о том, что он существует. Я с ним встретился только вот в сентябре 1991 года, когда я вернулся из Японии. Я в Японию полетел как посланец от Горбачева и Ельцина, отвез им письмо, связанное вот с этой Курильской проблемой, когда они начали говорить везде, что вот надо передать, вот завтра, послезавтра передадут Курильские острова Японии и так далее. Я там выступал в японском парламенте, с премьером встречался. Так, и вернулся, Ельцин мне говорит, что вот, Руслан Иванович, вот тогда у нас нормально, хорошие были отношения, что там произошел переворот, вот этот генерал Дудаев разогнал парламент, я туда направил делегацию, вот там и Полторанин, зам генерального прокурора, замминистра внутренних дел, целый ряд наших депутатов, говорят, пожалуйста, срочно поезжайте туда, займитесь этой проблемой. Я туда вылетел, переговорил, нашли мне этого Дудаева, я с ним встретился, вот впервые я тогда и встретился с ним, узнал, кто такой этот самый Дудаев. Вот тогда вот, в этот период. Кстати, он дал мне обещание, что вот все будет выполнять распоряжение Верховного Совета. Я ему прямо сказал, я говорю, ты же военный, ты что? Ну, сейчас, конечно, в сложном положении Российской Федерации, СССР и прочие. Я говорю, ну, армия же есть армия. Я говорю, ты что, хочешь воевать с российской армией? Да. Вот. Разговор у меня был очень жесткий, предельно так вот. Я говорю, да, давай прекращай. Я говорю, другое дело, наладишь здесь нормально свои отношения со всеми другими структурами власти, не будешь вмешиваться. Если ты победишь на выборах, я говорю, даю тебе слово, мы не будем вмешиваться, мы не будем тебя пытаться там отстранять от этой власти. Я говорю, если ты получишь добро. Но никаких самостоятельностей. Я говорю, ты сумасшедший, что ли? Малюсенькая республика, какое тебе государство? Я говорю, если вы сами не можете, дайте мне хотя бы помочь республике, которой я обещал эту помощь, когда меня здесь избирали депутатом. Не мешайте мне. Будешь мешать, я говорю, поплатишься. Он сказал, все. Он уже понял, что я из другого материала сшить. Так, он сказал, Руслан Иванович, я буду вам только подчиняться. И действительно, все у нас было бы нормально. Хотя он обманул меня. Он на второй же день, в общем-то, продолжил свою сепаратистскую деятельность. Но из этого ничего не получилось, и он сам уже стал звонить Ярову, даже не только на службу, как мне Юрий Федорович говорил, он даже домой, говорит, мне звонит уже. Ну, увидел, что туды-сюды, зарплата, работа, это же не так просто, содержать пенсионеров, там собираются тысячи
людей и требуют от него работы, хлеба, так сказать, и прочее. Вот он понял, почем фунт лиха, когда ты находишься у власти, и у тебя ничего нет. Так, вот так стал вот так уже бегать. Так, то есть эта проблема была без особенных трудностей решена, если бы Ельцин не пошел бы на штурм и расстрел Белого дома. А что происходило там в Чечне? Вот силовики, Куликов, Степашин рассказывают, что там выгоняли из домов русских, грабили села. Конечно, он же собрал всю орду свою. Так, они пришли, причем началось-то, вот говорят, вот всех русских. Так они же не просто русских, а всех оппозиционеров. Оппозиционеры-то были не русские, а чеченцы. Чеченская интеллигенция восстала первой. И он начал расправу-то над ней, над чеченской интеллигенцией. Они же все бежали оттуда. Мои братья, один декан там 30 лет был исторического факультета, другой член Союза писателей СССР, журналист известный. Все бежали. Все бежали, представляете себе? Вся чеченская интеллигенция. Ну и, конечно, и русские пришли вот эти охламоны, бандиты, стали выгонять, брать их квартиры, их дома. Так, здесь вот это совершенно неправильное ударение. Ах, русских. Нет, не русских. Всех, кто был против. Всех, кто был против. А Грозный это был интернациональный город. Я вот, когда меня избирали, вы знаете, там 70% в Грозном это было русское население, грузины, евреи, армяне, дагестанцы, украинцы. Где-то 20-25 там процентов были только чеченцы и ингуши в самом Грозном. То есть это был прекрасный интернациональный город, который всегда жил в дружбе. Так, и не было никаких противоречий. Ну вот пришел этот бандит, его там настругали, его дурацкую голову, он там дважды прыгал с парашюта, с верхних слоев атмосферы, так сказать, так, и похоже, у него в голове-то было не все в порядке. Вот таким образом. И мне не дали навести порядок. Они попытались решить это вот силой. Вот силой получилось, причем неумело, и то очень плохо. Не советуюсь с людьми, которые знали эту обстановку. А расскажите, как началась эта война? Я вот про эту провальную операцию, когда якобы чеченская оппозиция при помощи русских танкистов попыталась войти в Грозный. Ну это, вы знаете, это так называемое временное правительство было создано. Вот они приехали в Москву, их снабдили 50 танков. Так, а у меня была миротворческая группа в Старом Юрте, Толстой Юрте. А они с севера, вот на севере там были, за Тереком. И вот они, конечно, учитывая, что миротворческая группа пользовалась огромной поддержкой, ведь на мои митинги собиралось 300-400 тысяч человек. Можете себе представить? 300-400 тысяч человек. Из соседних республик, областей приезжали. Заблаговременно ночевали, чтобы утром вот на митинге там так. Это, митинг как праздники были. Вот все хотели, вот, что вот Хасбулатов придет, наведет здесь порядок, и все хотели мирным образом все это осуществить. И вот приезжают ко мне вот эти руководители этого временного правительства и говорят, нам Черномырдин дал 50 танков, мы там завтра, послезавтра идем в атаку на Грозный. Я говорю, ради бога, не делайте этого. Вы знаете, я говорю, вот сейчас фактически режим Дудаева висит на волоске, вы же видите. Да, мы знаем, ты выполнил свою функцию, поэтому ты давай уезжай в Москву. А теперь мы довершим. Я говорю, ребята, не делайте этого. Здесь на Кавказе, особенно в Чечне, не любят людей, идущих в их села с оружием. Я говорю, мои союзники, которые сейчас меня поддерживают, выступают против Дудаева, они станут завтра за Дудаева, если вы придете с танками, и вас разгромят, вы же будете опозорены. Нет, ты ничего не знаешь. А с ними были и генералы русские. Они, наверное, доложили в Москве. И я помню, мне потом сообщал уже после того, тоже один из генералов, который там присутствовал, Ельцин. Ельцин говорит, вот, говорит, там этот жил там, этот вырос там в Чечне. Хасбулату там не жил. Он один выступает против того, чтобы они пошли вооруженным путем. А эти все там, они знают обстановку. Вот кого мне слушаться? Ему говорят, эти люди, которые там жили, они, наверное, лучше знают. Вот так, чем это закончилось так?
их там растрепали, они бросили свои эти танки, убежали, в том числе и несчастные танкисты, офицеры. И мне приходилось потом, правда, газеты об этом ни разу не упоминали, их спасать, этих танкистов. Я помню, был один такой смешной случай. Одного танкиста там обменяли, его из Грозного везут в Толстой юрт ко мне навстречу. И он все время причитает: «О, Руслан Имранович узнает, меня расстреляет, он узнает, расстреляет». Ему говорят: «А почему расстреляет?» «А потому что я был в танке, который стрелял по Белому дому». Потом мне докладывают, говорит: Руслан Иванович, один из танкистов, говорит, ваш старый знакомый. Я засмеялся, я говорю: ну отвезите их, доставили их в этот там аэропорт, да, в Осетию, так, и отправили. А там мой помощник, который доставлял этих танкистов туда, его сразу в комендатуру, так, он ему докладывает, а тот полковник пришел, говорит: говорит, Руслан Иванович направил? Да, говорит, направил. И он говорит, да, говорит, вот мы же все время его поддерживали. На, говорит, тебе, дал, говорит, вот, говорит, автомат мне дал полковник. Вот, говорит, вот, покажи, Руслан Ивановичу, что я тебе дал автомат. Дал автомат, говорит, я говорю, а документы? А, говорит, там, говорит, добудешь. Там, так. Вот он вернулся с этим автоматом. Так, в доказательство того, что вручил вот этих летчиков российским властям. Так что всякое бывало. Так, всякое бывало, но я думаю, что это был очень страшный удар по Российской Федерации. Так, и вот эти события 1993 года, расстрел Белого дома, потом связанный с этим расстрелом война в Чечне, на Северном Кавказе, оно в громадной степени ударило по благосостоянию нашего народа, и до сих пор мы не можем выкарабкаться из той ситуации, которая тогда создалась. И мне кажется, что вот пока мы не изменим полностью эту Ельцинскую конституцию, которая написана на крови, буквально на второй же день после расстрела Белого дома, ничего не получится у нас в стране. А насколько вы считаете, вот эта новая конституция, которую приняли в 1993 году, была пропрезидентской? Конечно, конечно. Ну, вы послушайте, сейчас Путин имеет власть большую, чем Сталин, чем русский император. Вы имеете в виду благодаря той конституции, которая родилась в 1993 году? Так благодаря вот Ельцинской конституции, да, благодаря Ельцинской конституции. Общество оказалось низвергнутым опять вот в ту самую пропасть, которую оно было на протяжении многих десятилетий. Мы говорим все время, вот партийная система. Да тогда была больше демократии и свободы человека, чем ныне. А можно я вас так и попрошу сформулировать, что после событий 1993 года та конституция, которая была принята, она во многом была пропрезидентской? Видите, после того, когда был разгромлен Верховный Совет и уничтожена действующая Конституция, демократическая Конституция, кстати, одна из наиболее демократических конституций того времени, если сравнить ее со всеми, конечно, правящие круги быстро поняли, что, видимо, для того, чтобы обеспечить власть, власть президенту, надо чисто химерически провозгласить демократические свободы, формально провозгласить, но выхолостить реальное демократическое содержание этой Конституции. Поэтому они создали такую структуру Конституции, в которой представителям народа вообще нет места его голосу. Он ничего не может решать, он не может даже проверять, контролировать, даже контролировать принятые им законы. Он не может абсолютно ничего делать с правительством, членами правительства, со структурой власти управления. Государственная Дума даже не знает, что такое доходы, расходы, которые осуществляет исполнительная власть. Она только шлепает эти законы. Вот даже по телевидению видно, там какие-то ведомства готовят законы. Почему ведомства готовят законы? А почему законодатели сами не готовят законы? Вот мы много критикуем Америку, а ведь там действительно реальная демократия.
и она не сгнила, вопреки утверждениям там Соловьева и прочее. Она реально действует. Она контролирует исполнительную власть. Исполнительной власти нельзя позволять слишком много. Она становится диктатором. Она становится неуправляемой, опасной для общества системы. Поэтому если законодатель не будет жестко контролировать исполнительную власть, быть беде в обществе. Вот в чем проблема сегодняшней власти и сегодняшней Конституции. А точнее говоря, проблема народа. Перед народом задачи. Путин уходит, приходит. Но очень опасно, когда Путины начинают полагать, что они стоят выше народа. И пытаются своими неразумными представлениями управлять этим народом. Вот к чему мы пришли. Это надо изменять. Это надо сперва понять, для того, чтобы изменить. Потом уже изменять. Ну что, 10 минут нам еще дадите? Ну, давайте. Про 91 год хотелось поговорить, как раз про тот момент, когда вы были еще с Ельциным заодно, про августовский путч. Расскажите, пожалуйста, что тогда произошло в 91 году? Вы знаете, дело в том, что, к сожалению, у Горбачева наряду с выдающимися достижениями, которые я считаю действительно выдающимися, так вот, были и выдающиеся ошибки. Одна из ошибок была это так называемый союзный договор. Ведь тот, кто знает историю СССР, Российской Федерации, тот помнит, что сразу после гражданской войны, так, когда произошло воссоединение Советского Союза, так, это воссоединение было осуществлено на основе союзного договора. То есть союзный договор между Украиной, Российской Федерацией, Закавказской Федерацией. В Закавказскую Федерацию входили 3 – Азербайджан, Армения, Грузия. Тогда о Туркмении еще на этом этапе не было разговора о базе. То есть СССР был образован как союзное государство между Украиной, Российской Федерацией и Закавказской Федерацией. Между ними был заключен разработанный Лениным союзный договор. Затем, в 1924 году, произошел процесс объединения, плюс еще Средняя Азия вступила, так, и была принята Конституция СССР в 1924 году. Этот союзный договор перестал существовать. Он оказался инкорпорированным вот в эту союзную, первую советскую союзную конституцию. Потом были сталинская 1936 года, 1978 года, наконец, Брежневская, это Брежневская 78-го, наконец, Горбачевская конституция 89-го года. То есть, куда делся союзный договор? Нет его места. Если Горбачеву надо было изменить еще что-то, ну так это же можно было в законодательном порядке осуществлять. А он взял, вдруг вытащил вот этот из нафталина, этот союзный договор и начал вокруг него поднимать шум. Это привело к очень печальным последствиям еще на первом этапе. Прибалтийской республике сказали, а мы же не участвовали в подписании союзного договора. Другие там сказали, мы тоже не участвовали, вот давайте нам новый союзный договор. То есть этим самым девальвирована была действующая Конституция СССР. И вот начались противоречия вокруг этого союзного договора. И некоторые деятели, в том числе бывшие соратники, да и действующие в тот период союзники Горбачева, решили его устранить. На этой основе, так коротко говоря, на этой основе созрел у них план устранения Горбачева. И мы увидели 19 августа 1991 года вот этот путь, названный ГКЧП. Почему ГКЧП? Заглавной буквой Государственный комитет по чрезвычайному положению. То есть они создали Государственный комитет по чрезвычайному положению, председателем которого был объявлен вице-президент Янаев, там председатель Совета министров, там и прочие, в том числе председатель КГБ, так вот они были членами этого ГКЧП, так, и они объявили, что вот, дескать, Горбачев болен, власть перешла к ним. Мы в это время с Ельциным жили в Архангельском по соседству. И я, когда включил телевидение,
А дело в том, что Горбачев созвал 19 числа делегацию всех союзных республик для подписания этого самого союзного договора. Поэтому я приехал, я был в Сочи, так, потом заехал к матери в Грозный, оттуда прилетел в Москву. Ельцин был тогда на встрече с Назарбаевым в Алмате. Я его ночью встречал, мы ничего не знали. А утром вот из телевидения, так вот, танец белых лебедей, так, и вот это самое знаменитое, печально знаменитое событие. Я тут же заскочил к соседу своему, Ельцину. Так, в холле меня встретила растерянная Наина Иосифовна. Я говорю, где? Она говорит, наверху. Ельцин сидел обрюзгший, еще не пришедший в себя, так, и говорит сразу мне, ну вот, все, говорит, Крючков нас обыграл, говорит, через час к нам приедут, нас с тобой арестуют, и то, все, в общем, был в плохом таком, удручающем положении. Я его привел в чувство, сказал, что так нельзя, я говорю, на нас же истории смотрит. Тут же начал ему советовать позвонить с людьми, с которыми он знаком. Я говорю, вот вы как-то мне говорили, что с Горбачевым знакомый. Он мне говорит, да, так себе, такое шапочное знакомство. Это вот недавно я смотрел какое-то телевидение, он там так его преподносит. Да, тут Ельцин использовал свои связи с Горбачевым. Вся это чепуха. Все это чушь. Я говорю, давайте собирать. Мы сделаем у вас, я говорю Ельцину, штаб-квартиру, вот здесь, в вашей комнате. Кто здесь? Депутаты, премьеры. Давайте, я говорю, собирать. Коржаков, я говорю, давай своих людей. У нас связи-то нет, кроме вот обычной телефона городской и прочее. Ну вот, начали созывать. Силаев пришел, Полторанин пришел. Я говорю, ну надо, наверное, начинать с обращения к народу. Дал ручку Полторанину, я говорю, пиши. А что писать? Ну ты же у нас главный журналист. Обращение к народу. Начинай. А у него рука дрожит. Все привыкли считать, что там у ГКЧП дрожит рука. А у дрожит рука, вот так. Я забрал у него ручку, говорю, дай мою ручку, говорю, сюда, у меня рука не дрожит. И сам написал это обращение полностью. Оно известное уже, от руки написанное, в миллионах экземплярах по всему миру распространилось, и в книгах помещено, еще от руки. Подписал его я, Ельцин, Силаев, так, кто еще? Да нет, мы трое подписали и решили сразу же выехать туда, в Белый дом. Это прям вашей рукой написано? Прямо моей рукой написанное, его распространяли, потому что у нас не было техники даже множительной. А потом мы думали, нас арестуют, поэтому надо скорее все делать. Отдали журналистам, размножили, и они пошли по всей стране, по всему миру гулять. Вот от моей руки написанные тексты. Жалко, я не принес, то мог бы подарить. Так. Потом, ну, началось уже вот это наше сопротивление. Узнав о том, что мы прибыли, люди начали собираться. Так, и в это время подъехал этот танк, так, кстати, вовсе не для охраны, так, а выполняя какой-то приказ. Ну, в общем, им было приказано вот прийти, взять угрожающее положение и ждать дальнейшего приказа. Вот так было. Я сам говорил с этим майором несколько раз потом. Он мне говорил, никакого приказа, ни защиты, ни стрельбы я не получил. Я сказал, займи позицию и жди приказа. И мы пошли смотреть на этот танк. Спустились с 6-го этажа с кабинета Ельцина. Я, Силаев, Полторанин, Ельцин, там Бурбулис, там его охрана. И я вдруг, так, знаете, вот эта ассоциация, я говорю, Борис Николаевич, конечно, это не броневик, ну, ленинский знаменитый. Конечно, это не броневик, я говорю, но у него больше там площадь. Я говорю, а что, если выступит? Он говорит, Руслан Иванович, вы мне предложите, так меня же убьют. И вдруг неожиданно поддержал эту идею Силаев. Он говорит, да нет, говорит, Борис Николаевич, да никто не убьет вас, давайте выступайте. Нет. Я уже тогда, вначале-то я высказал так, как бы, даже не особенно размышляя, просто вот какие-то ассоциации вот, окклюзивные. Вот потом я говорю ему, знаете, Борис Николаевич, кто-то из нас троих должен выступить. Я говорю, или вы, или Силаев, или я. Я говорю, если вы не хотите, я говорю, я пойду. Но он тогда вдруг встрепенулся, нет, я пойду. Так, а с чем мне выступать? Я ему даю вот эту
обращение. Я говорю, так не надо сочинять. Я говорю, зачитайте. Пока вы зачитываете, я говорю, может быть, придут и какие-то другие мысли. Он зашел, зачитал. Вот так получилось блестяще. А ночью он врывается ко мне в кабинет Коржаков, а у меня в это время Попов и Лужков с молодой женой. Так, и говорит, Руслан Иванович, бегом к президенту. Я думал, что-то страшное случилось. Так, бегу, прибежал к нему, в кабинете пусто, Коржаков уже там стоит, там так вот, через дверь туда вниз, лифт. Так, я на лифте спустился, так, а там у ЗИЛа расхаживает Ельцин, его охрана, еще там помощники. Он мне сразу, Руслан Иванович, все, мы, говорит, едем в американское посольство. Через час нас будут здесь громить, нас приказано арестовать или убить. Я не стал даже спорить. Я говорю, Борис Николаевич, я говорю, вы правильное решение приняли, езжайте в американское посольство, а у меня здесь 500 депутатов. Нажал эту кнопку лифта, сел, поднялся. Иду к себе, у самого голова, вы знаете, вот так, думаю, что будет, что скажу я людям. Так, сейчас же он поедет в американское посольство, там сообщат на весь мир. Да, что же делать, что же делать? И сижу в кабинете, сказал адъютанту, чтобы никого ко мне не пускал. И в это время раздается звонок с его кабинета. Я думаю, кто там хулиганит с кабинета. Ельцин. Руслан Иванович, вы отказались, и я не захотел. Я пойду командовать в подвал. Вот так он из подвала командовал, когда мы занимались вот этими делами. Вот так оно и было. А вы потом не спускались? Я спускался, чтобы посмотреть. Там и продукты были завезены. Ну, не хочу, я не привык это говорить. Он там уже лежал, уже спал, так мягко скажем. Так, в другой комнате еще Лужков там спал, так тоже. Так. В общем, депутаты там, некоторые члены кабинета министров расхаживают, как будто там на тротуаре гуляют. Ну, думаю, веселая здесь компания. Так вот. Я быстро поднялся к себе наверх. Нет, я говорю, это не моя компания. Моя компания там, наводить порядок. Вот так. А почему вы считаете, они не решились на какие-то приказы? Я думаю, главным образом они не решились, потому что это была советская система воспитания, так, уважение к личности. Они боялись пролития крови. Тогда не было принято проливать кровь людей. Так, вот так взял, это все пишут, черт знает. Я-то ведь, нет какой смысл что-то скрывать. Я же жил, когда я 13 лет вырос в неволе. Но я знаю, какое было реальное отношение везде, повсюду. Поэтому эти генералы были народные, эти полковники, генералы, они как-то считали, что они так не могут позволить себе вот так атаковать. Так, и, кстати, Грачев первый выполнил бы приказ, если бы ему дали. Это он врет все, это же болтун, я же его публично обвинял в том, что он лжет. Если бы получил бы приказ, он бы выполнил бы. Мне же потом вот Очалов, первый заместитель министра обороны, он же рассказывал, он несколько раз обращался сам, Грачев, и просил, дайте приказы, я наведу там порядок. Лебедь тоже обращался несколько раз к Очалову, говорил, прикажите мне, я наведу порядок, я их всех посажу. Так что, ну, генералы они такие, они ждут приказа. А эти уже люди другого плана, особенно Язов, участник Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Очалов, который прошел все эти горячие точки, везде воевал, везде, со всеми солдатами всю жизнь. Конечно, они не хотели проливать кровь так. Они все время говорили, идите, ведите переговоры. Что вы на нас хотите, чтобы мы опять там применили оружие? Скажите, если вот эта трагедия была, что сволочь этот Грачев, если бы он не оказался в 1993 году министром обороны, я думаю, не было бы расстрела. Ельцин не решился бы без поддержки армии на этот штурм и на эти дела. Скажите, а кто принял решение о вводе войск в Чечню? Вот сейчас много споров. Да Ельцин принял решение. Ельцин сам приказал вести. Что там, какие там споры? Там нет никаких споров. Ельцин приказал. А силовики выступали за ввод войск? Силовики выступали все за.
Этот негодяй, бывший министр внутренних дел, все время говорит, что он там выступал за переговоры, то все, третье, четвертое, это же не так. Вот, Куликов? Куликов, да. Это мошенник. Так, это же известно, мошенник, так, он крышевал этими преступными группировками потом, так, он как раз, он, между прочим, тоже громил Белый дом, хотя отказывался от всего. Они свалили, он ловко свалил на других заместителей, в том числе на Романова, который оказался в коме. Так что Ельцин приказал, тот же Куликов подготовил вместе с Ериным вот указ о вводе войск. Он не дрогнувшей рукой подписал. Последний вопрос тогда по поводу Беловежского соглашения. Как вы отнеслись к этим событиям? Я отнесся крайне отрицательно. Если вы не знаете, хочу вам сказать, что накануне я же был как-то очень ловко, меня обхитрили. Я помню, вот Ельцин мне говорит, вот накануне, говорит: Руслан Иванович, у вас столько много было, там вот это подавление нами этого путча, там в Чечне, вы, говорит, устали, говорит, вот там еще в союзной делегации, я, говорит, от союзной делегации готовился вылететь в Корею, и вот мне, говорит, РОДЭУ позвонил, РОДЭУ президент Кореи, говорит, позвонил, вот напоминал, приедет ли ваша парламентская делегация. Может быть, вы поедете туда, да, отдохнете. Я про себя подумал, какой мне замечательный президент, думает о своих помощниках. Взял, собрал там группу депутатов, десяток, и полетел в Южную Корею, в Сеул. Там я застал весть о Беловежском соглашении. То есть они ловко, потом здесь говорили. Тот же Бурбулис сказал, вот завтра прилетает Хасбулатов, если мы с вами не подпишем, будем здесь заседать, он же придет сюда с батальоном десантников. Вы что, говорит, не знаете его? Так, или подписываете, или мы расходимся. Это мне даже говорил, вот приблизительно эти вещи мне говорил и Кравчук, бывший президент Украины. Ой, говорит, боятся они вас, говорит, вот, они все, говорит, воспользовались, пока вы там были, говорит. Если бы ты пришел, говорит, я бы, говорит, не решился подписать. Кравчук мне это говорил. Но дело вот в чем. Я, когда уже летел оттуда, я связывался. У меня были прекрасные отношения со всеми руководителями, президентами, главами парламентов. Я с самолета связывался с Назарбаевым, с Каримовым, с Акаевым, так, с азербайджанцами, с армянами, кроме Прибалтики. Вот. И все говорят, Руслан Иванович, это большая трагедия. Ельцин нам нанес оскорбление, что с нами не согласовал. Но теперь делать мы ничего не сможем. Поэтому нам придется ратифицировать. Потом военные на меня стали оказывать давление. Шапошников приехал, Руслан Иванович, надо ратифицировать. Армия в таком положении. Если вы дадите знак, что вы не согласны, а к вам относятся с большим уважением, боюсь, говорит, начнутся какие-то вот эти перестрелки и прочее между военными подразделениями. И мы, скрипя сердце, я собрал президиум, так, влиятельные фракции, так, и сказал, вот так и так, я говорю. Я лично, вы знаете, я говорю, я никогда не был за выход кого-то из Советского Союза, и меньше всего участвовал в этих делах. Я говорю, ну вот обстановка вот такая. Придется нам сейчас согласиться, а там видно будет, что поделаешь. Вот так мы и решили ратифицировать. То есть парламент практически абсолютно... Да, парламент, прежде всего коммунисты, сами проголосовали. Я помню даже Севастьянов, мой друг, космонавт, он говорит, Руслан Иванович, слава богу, что хоть Горбачева, говорит, уберем. То есть, чтобы убрать Горбачева, надо убрать Советский Союз. В общем, логика та же, что и у Ельцина. То есть вот они были очень такие связаны этой идеей, ненависти к Горбачеву, что коммунисты, что антикоммунисты. А вы считаете, у Советского Союза был шанс? Конечно, ну что вы, это же социальная система. Вы знаете, когда говорят очень образованные люди, умные люди, что вот у Советского Союза не было шансов, она была нереформируемая система, я удивляюсь всех, извините, ну тупости, что ли. Ведь что такое социальная система? Социальная система имеет безграничные свойства адаптироваться. Это не техническая система.
Когда вы знаете, вот как полеты в космос, там сказать, там миллиарды лет летают планеты, у них есть свои маршруты, математика рассчитывает, безошибочно там стыковки кораблей осуществляют. Социальная система другая. Социальная система имеет колоссальные возможности адаптации. Лучшее доказательство, посмотрите, Китай. От военного коммунизма, скажем так, нашим близким нам понятиям, они перешли к чему? К государственному капитализму, признанию разных форм собственности. Так, и достигли, ну, сказать, достигли выдающихся успехов, это ничего не сказать. Они уже фактически через несколько лет уже оставят позади с точки зрения основных экономических показателей США. Почему? Потому что социальная система имеет свойство адаптироваться к новым условиям. Конечно, была у Советского Союза огромная возможность. И, кстати, я считаю, что социализм опять придет. Только, конечно, на новом уровне, как всякое прогрессивное явление, оно не может воспроизвести самое себя в тех формах, в которых существовало, но в другой разновидности. Ну, нынешнее положение, когда там менее 1% владеет черт знает чем, а огромное количество людей вообще бесправные, в нужде, при тех возможностях, это же немыслимо. Это гонка вооружений. Кому она нужна? Что у нас, что у них. Наш что, правитель лучше ихних, что ли? Нисколько не лучше. Одни стоят одна поле ягода. Меньше всего и те, и другие думают о своих народах. А как вы сейчас, спустя столько лет, относитесь к Ельцину и вообще к 90-м? Нет, в общем, я считаю, что это, конечно, была аномалия, и она вот сыграла свою отрицательную роль, безусловно. Ни одного там не может быть. Ну, так же, как Гитлеру. Ну, кто может сказать, что Гитлер оказал какое-то позитивное явление? Конечно, другие масштабы. Но, в принципе, вот приблизительно так я и отношусь. Причем без какой-то личной там злобы и прочее, а как к явлению. Ну и Ельцина в том числе вы считаете полностью отрицательным персонажем? Абсолютно, абсолютно. Все, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.